Друзья, всем привет! Что же, вот прошел анонс HyperOS 4. Первые бетки уже повыходили. Собственно, был уже первый такой полный обзор, в котором я вам показал, рассказал, что это такое. Ну а сегодняшнее видео у нас будет посвящено конкретно фишкам новой HyperOS 4. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, самая первая и главная фишка этой оболочки, наверное, то, чего ждали многие, это, понятное дело, жидкое стекло. То стекло, о котором было очень много споров, мнений, кто-то говорил, что зачем оно нужно в системе, но то, что есть, то разработчики нам, собственно, и внедряют. Это стекло есть не прям повсеместно в настройках, не повсеместно во всей системе, но оно присутствует, как я вам уже показал, в шторке, в настройках рабочего стола и также в номеронабирателе звонилки. То есть, когда вам кто-то звонит, вы можете ответить на звонок, открыть клавиатуру или же номеронабиратель, и у вас там будет также проявляться то самое жидкое стекло. Кроме этого, вы еще можете найти обновленный такой стиль, хотя меня в комментариях поправили, что это больше как 3D блюр. Но все же вживую как бы-то оно смотрится как жидкое стекло. И находится оно в настройках камеры. Кстати говоря, приложение камеры также разработчики обновили. Не могу сказать, что прямо оно стало супер революционным, но небольшой редизайн все-таки получился. И вот здесь также можно наблюдать это, так называемое жидкое стекло. Хотя, опять же, как я вам уже сказал, меня поправили в комментариях и в телеграм-канале, что это как бы больше 3D блюр. Насколько оно полезно для системы? Не могу сказать, что прям это супер must-have фича и прям киллер фича, которая позволит вам получить максимум от смартфона. Наоборот, она будет нагружать ресурсы вашего устройства. Но разработчики, понятное дело, предугадали два варианта развития событий. Первый вариант — это soft glass, то есть это жидкое стекло, и frosted glass, кто-то говорит, что это матовое стекло. По факту это то же самое, что и было до внедрения этого жидкого стекла, то есть обычный стиль, который есть в системе. Не понимаю, почему кто-то рассказывает, что это как еще один подвид жидкого стекла. Возможно, людям надо немножечко в этом углубиться и понять, что оно такое. Но вот как главная такая фишка этой новой оболочки, действительно оно есть. Следующая фишка, которую ждали многие пользователи, писали в комментариях, рассказывали, что нужно с этим что-то делать. И кроется оно в разделе уведомлений строка состояния и раздел Xiaomi Hyper Island. Что это у нас вообще за такая история? Те, кто пользуется смартфонами Xiaomi и HyperOS, знают, что у нас есть островок, в который улетает, большая часть наших с вами каких-либо там приложений, музыка, еще что-то. Но до выпуска HyperOS 4 вообще не было никаких настроек этого островка. Сейчас же разработчики добавляют отдельный раздел, в котором мы можем гибко управлять теми приложениями, которые будут улетать в этот самый островок. И плюс еще разрабы добавили нам некий такой интерактив, который показывает, как пользоваться этим островком. То есть, условно, можно запустить музыку, я вам сейчас даже это могу продемонстрировать. Я, конечно же, скачал Spotify, чего не сделал в своем первом обзоре. Запускаем музыку, и она у нас с вами благополучно улетает в этот самый островок. Если мы с вами сделаем такой свайп, у нас просто это уведомление, или же активность в островке пропадает. Но при этом все, музыка будет продолжать играть. Если мы с вами сделаем обратно такой свайп, у нас снова проявится этот островок. Ну а дальше, если мы вот так вот за него потянем, тут еще нужно немножечко так приловчиться, то у нас будет выпадающее такое окно. И, соответственно, если мы еще ниже потянем это уведомление, то попадем в само приложение. Вы меня спросите, а будет ли вообще большая поддержка всех этих фишек в плане островка и какие приложения вообще будут сюда подтягиваться? На сегодняшний день пока что лишь только это музыкальные приложения. Макдональдс, более такие локальные истории в плане путешествий для китайского региона, то есть вот, пожалуйста, Travel Assistant. Для наших регионов, наверное, оно пока что не совсем будет актуальным. И плюс еще также стоковые приложухи у нас сюда относятся. Но плюс тут у нас в том, что мы можем также стоковые приложения отключать, чтобы они не были у нас назойливыми в этом островке. Следующая же история, которая добавляется у нас как таким большим разделом, это кастомизация. Многие хотели увидеть ту самую кастомизацию, которая позволит улучшать наши с вами смартфоны Xiaomi. В
частности, напоминаю вам, что есть такая тема, как растягивание папок. Да, хоть оно появилось уже не только в HyperOS, а и в других оболочках, но спасибо, что разработчики прислушиваются к мнению пользователей, что они умеют пользоваться и другими оболочками разработчики и могут что-то такое интересное, да, подсмотреть. И то есть, если вам не нравится все то, что по умолчанию у нас есть на сегодняшний день, вы можете это с переходом на HyperOS 4 более гибко редактировать. Помимо этого, также появляется у нас такая история, как переключение виджетов между собой. То есть, это так называемые групповые папки виджетов. Ну, понятное дело, что это все было взято с iOS, но реализация, в принципе, неплохая. И анимации тоже очень так неплохо отрабатывают. В целом и общем, я думаю, что если это дойдет и до глобалки, то будет очень классно выглядеть. Ну и тоже вот как фишка кастомизации мы можем с вами это отметить. Также еще далеко не отходя от кастомизации, хочу вам сказать, что разработчики добавляют обновленные стили экрана блокировки. Это обои и это новые, конечно же, стили часов. Если у вас применен стиль под названием это стекло, то вы можете как раз часы под это стекло подстроить. Если вам этого мало, вы можете еще дополнительно растягивать часы на экране блокировки, как вам будет удобно. Также эту фичу многие ждали, и наконец-то разработчики это нам добавили. Следующая маленькая фишка у нас кроется в разделе «Плавающие окна». И да, это тема, которая уже была ранее под названием «Боковая панель», но разработчики ее решили немного переделать. Делаем вот такой свайп, хотя опять же тут оно что-то не сразу с первого раза у нас срабатывает, а выход у нас назад в приложение происходит. Хотя в той же китайской прошивке оно получалось с первого раза, ну ладно. Мы если сейчас будем его активировать, так, сайдбар, пожалуйста. И вот потянем следующим образом, мы получаем с вами обновленную боковую панель. Опять же, не могу сказать, что это прям супер вау нововведение, которое следовало добавлять и то, чего ожидали в принципе пользователи, но разработчики добавили и спасибо им на этом. Возможно, кому-то также это удобство будет в плане ежедневного использования. Конечно же, в этой оболочке есть и еще фишки, о которых вам следует знать. И мы снова возвращаемся в раздел уведомлений и строка состояния. Казалось бы, что мы тут с вами забыли? Может быть, добавили нам больше возможностей кастомизации иконок в строке состояния, хотя нет, их тут 3 штуки. Может быть, добавили новый стиль уведомлений, но, собственно, тут все по-старому. А если мы с вами нажмем на экран блокировки, мы получаем теперь возможность иначе видеть уведомления, которые к нам будут прилетать. И вот можете заметить, теперь у нас есть список, номер и стопка. Стопка — это как реализовано в той же iOS. То есть, когда у вас уведомления будут группироваться вот один за другим. Ну или, собственно, как это стиль недавних у нас реализован под стиль iOS. Ну, понятное дело, здесь у меня, к сожалению, новых уведомлений никаких нет. Но у вас все последующие уведомления будут один по другим группироваться. В целом и общем это даже, можно сказать, удобно. Я вот попытался эту всю историю воспроизвести. Там уведомления какие-то мне сыпались с Telegram, там еще из YouTube уведомления приходили. Но и да, выглядит оно неплохо. На сегодняшний день уже вытащено приложение уведомления из этой прошивки и можно поставить на глобальную HyperOS 2, на глобальную HyperOS 3. Но, к сожалению, кроме смены визуала, вот того, как у нас это выглядит, и кроме того, что оно будет кликабельным, у нас от этого новый стиль уведомлений, к сожалению, на вот HyperOS 3 Global не появится. Понятное дело, нужно дожидаться лишь только HyperOS 4 Global. Еще одна же фишка у нас содержится в разделе искусственного интеллекта. Вообще на нем разработчики очень так неплохо поплясали, рассказали, насколько это все круто, насколько это все хорошо, но они не ограничились лишь только словами, они добавили Instant Access. Что это такое? Вы выделяете какой-то определенный текст, и тут же искусственным интеллектом вы можете прогнать эту информацию. Но работает это нам пока что очень кривовато, воспроизвести вам и показать, как оно работает, к сожалению, пока что не совсем получится, но, как заявляется, что эта тема больше характерна для вот как бы Xiao AI, который на китайском рынке, ну, более распространенный, назовем это так. И там эта вся тема будет работать. Но в целом, если и такое также перекочует в глобальную прошивку, это будет очень и очень неплохо. Что же, друзья, вот такие фишки в новой HyperOS 4. Понятное дело, я тут не затрагиваю обновленные стоковые приложения, их в принципе большое количество. У себя в Телеграме я их опубликовал, и список тех приложений, которые я опубликовал, он исключителен и исчерпывающий
тем, что можно поставить на глобальную HyperOS 3 без всяких проблем для своего устройства. Так что, кому интересно, можете переходить и ставить. Отвечая же на вопрос, достойны ли эти фишки, ну или же тянут ли эти фишки на то, чтобы эта оболочка называлась HyperOS 4, мое мнение все так же неизменно. Я не думаю, что это стоило называть HyperOS 4. Возможно, как раз вот это было бы и HyperOS 3. А вот та HyperOS 3, которую разрабы выпускали, наверное, нужно было поставить как HyperOS 2.2. Но это лишь мое только исключительно мнение. И если вы с ним не согласны или согласны, пишите в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.